Привет, друзья! Вы снова на канале Майор в отставке, и сегодня я, как обычно, поговорю о важных, на мой взгляд, событиях. Этот ролик будет коротким, но содержащим в себе много пищи для размышлений. Сегодня речь пойдет о событиях, которые касаются МВД и сотрудников, которые подвергаются репрессиям из-за своих политических взглядов. Чистки в МВД продолжились с новой силой, и они только набирают обороты. Режим избавляется от инакомыслящих в рядах силовых структур, то есть зачищает и укрепляет опоры, в том числе на которых он держится. Ко мне продолжает поступать информация о спускаемых из Москвы по линии ФСБ списках сотрудников МВД, которых следует уволить из органов исключительно только за их политические взгляды, причем в некоторых случаях никогда публично не выражаемые. В общем, об этом я сегодня и поговорю, а пока, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого, и поехали. Итак, помните массовые увольнения сотрудников МВД, о которых писали многие СМИ в ноябре-декабре прошлого года? Казалось бы, что все это затихло, но нет, все продолжается, причем с новой силой. Режим во главе с неуравновешенным дедом стремится избавиться от возможных, по его мнению, ненадежных элементов построенной им системы. Он перебирает и заново собирает все механизмы. Происходят чистки. На данный момент активно такая чистка идет в рядах МВД. В последнее время мне поступает информация о том, что в регионах по всей России приходят новые списки на увольнение сотрудников полиции, которые каким-либо образом выражали сочувствие оппозиции и Алексею Навальному, например, ставили лайки или просто были подписаны на его аккаунты в сети. Так, например, в МВД по Московской области пришли списки на увольнение около сотни сотрудников полиции. На сотрудников из списка оказывается давление, причем давление оказывается службой собственной безопасности, заставляя писать рапорта на увольнение по собственному желанию. Причем обычно не говоря о причинах попадания в этот список, но иногда говорят, что за подписку или коммент угрожают уволить по отрицательной статье. Вот и мою родную Ярославскую область эта путинская чума также не обошла стороной. И об этом я расскажу немного подробнее, но по понятным причинам настолько, насколько смогу. Итак, из Москвы по линии ФСБ в ОМВД по Ярославской области спустили список на увольнение порядка 30-35 сотрудников за оппозиционные взгляды. Некоторых из них я знаю, и это профессиональные сотрудники, которые честно выполняют свой долг. Из этого числа 5 сотрудников являются сотрудниками Рыбинского ОВД, где я прослужил всю службу, пока не ушел в отставку. Нужно отметить, что Рыбинск – это второй по величине город в области. На данный момент имеет место большой недобор кадров, но, как мы видим, системе на это похер. Увольняют по спискам и не смотрят на профессиональные качества и заслуги. Причем репрессии в Ярославской области коснулись сотрудников с большим опытом, некоторые из которых прослужили много лет. Соседний город Углич также не остался в стороне. Там одну сотрудницу полиции также заставили под давлением написать рапорт на увольнение. Занимается выполнением таких указаний Ярославский отдел собственной безопасности МВД. Причем, насколько мне известно, выполняют они эту работу весьма грубо и тупо. Некоторые встречи и процедуры общения с такими ОСБшниками больше напоминают блеф и запугивание с их стороны, чем ознакомление с какими-то конкретными фактами или материалами. Ребятам просто говорят: пиши рапорт на увольнение, мол, сам знаешь за что, намекая на неправильные политические взгляды. Неправильные, конечно, по версии властей. В случае отказа написать рапорт по собственному желанию сотрудникам угрожает увольнением в связи с утратой доверия по статье. Это такое любимое основание для увольнения неугодных в путинской России в последнее время, которое и в МВД имеет весьма расширительное толкование, несмотря на то, что основания четко прописаны. Новая фишка в новой волне чисток – это
То, что сотрудников, которые подвергаются таким репрессиям, заставляет давать расписку о неразглашении. Видимо, те, кто этим занимается, особенно на самом верху, очень боятся огласки своих незаконных действий. Почему незаконных? Да потому что увольнение за политические взгляды является одним из методов политического преследования. Потому что, когда они скрывают основания для увольнения каждого конкретного сотрудника, порой не в состоянии предъявить какие-либо доказательства нарушений, они понимают, что сами нарушают закон. Как я уже сказал, в основном на сотрудников просто давят, запугивая и угрожая. Но в некоторых случаях чертова система вообще начинает играть не по правилам, смахивает с доски все фигуры и переходит на игру в Чапаева. Когда, например, сотрудникам, которые не хотят писать рапорт на увольнение, отказываются предъявить вообще какие-либо основания для этого и говорят, что в таком случае мы найдем, за что тебя уволить, приходят к ним в кабинет и начинают проводить что-то вроде обыска. Это если объяснять простым языком. То есть выворачивают столы, сейфы. И все, что можно, лишь бы найти хоть один косяк, которым потом и начинают шантажировать. Конечно, при таком режиме работы, при котором работают нормальные полицейские, я не говорю сейчас про тех, кто занимается там разгоном митингов или преследованием оппозиции, инакомыслящих, их настоящими сотрудниками полиции я вообще не считаю. Так вот, при таком режиме работы и завале бумагами обычному сотруднику сложно не допустить каких-либо мелких, неумышленных недочетов в документах, чем и пользуются посланные защищать режим ОСБшники. Цель таких шмонов как раз и найти повод для служебной проверки и последующего увольнения. К сожалению, реакция сотрудников безопасности на эти репрессивные списки, в отличие от их реакции на информацию о возможной коррупции в руководстве, весьма быстрая и грубая. В одном из своих роликов я как-то рассказывал о том, как однажды проверялось сообщение о возможной коррупции в нашем УВД, когда в итоге приехал генерал и сказал, что если кому-то что-то не нравится, можете валить. Этим тогда вся проверка возможной коррупции и закончилась. Кстати, насчет коррупции на днях несколько СМИ и другие источники сообщили, что неделю назад, то есть 24 января, у начальника полиции Рыбинска Олега Васильева якобы прошел обыск. С чем это могло быть связано, в настоящее время я комментировать не буду. Если помните, в одном из своих роликов я как-то о нем уже упоминал. Варяги варягами, но насколько мне известно, реальная власть в рыбинской полиции сосредоточена в руках заместителя Егорова, начальника полиции Олега Васильева, который пережил в этой должности ни одного руководителя управления и сидит в своем кресле уже, наверное, больше 10 лет. Конечно же, увольнение за какие-то оппозиционные взгляды или за подписки на Алексея Навального – это абсолютно незаконные действия со стороны руководства МВД и руководства других структур. Я считаю, что об этом не нужно молчать, нужно придавать это огласке. Я полагаю, что незаконное увольнение именно по таким мотивам в перспективе можно будет обжаловать в ЕСПЧ и добиться справедливости там. Но для начала, конечно же, нужно пройти все инстанции в России. Но здесь есть свои нюансы и тонкости, подробности которых, кому необходимо, я могу изложить в личных сообщениях. Если вы читали Оруэлла, то, наверное, помните, как в одном из своих произведений он описывает тоталитарный мир, в котором имело место такое понятие, как мыслепреступление, которое каралось очень строго. Все были под постоянным наблюдением. Россия все ближе и ближе приближается к этой точке. Атмосфера, которая сейчас формируется в силовых структурах, напоминает атмосферу из Оруэлловского мира. Развитие силовых структур опережает развитие всей системы в целом. И, возможно, на примере чисток и закручивания гаек в таких ведомствах мы видим то будущее, которое ждет все остальные ведомства и вообще страну в целом, когда за лайки под простыми постами или подписки на ресурсы будут тупо увольнять отовсюду, только из-за того, что мнение, изложенное в них, идет вразрез с официальной позицией власти. Развитие я взял в кавычки. Какое это к черту развитие? Это полная деградация. Поэтому на фоне попыток разгрома оппозиционных структур и движений
Режим будет избавляться от ненадежных, по его мнению, сотрудников в силовых структурах. Оставлять в этих структурах и набирать туда будут тех, кто не способен критически мыслить, а может и вообще тех, кто совсем не способен мыслить. Будут ли такие новые кадры способны ловить настоящих преступников или только оппозиционеров? Это большой вопрос. Что тут у вас за делишки? Йоху! Я борюсь с преступностью! Нужно подкрепление! Все, уже не нужно! Я предполагаю, что скоро вообще всех кандидатов будут проверять на детекторе лжи. К чему все это идет? Скоро ведь 24-й год, и Путину нужно подойти к нему с максимальным запасом прочности. Опоры, на которых держится его режим, будут только укрепляться. Деваться бедолаге некуда. История с Назарбаевым показала, что единственный надежный и безопасный способ ухода из власти – это уход через кладбище. Никакие преемники, никакой транзит, только пожизненная власть даст диктатору гарантии безопасности. Такую власть можно обеспечить лишь с помощью пропаганды, которая будет оболванивать население, и силы, которая будет защищать режим от граждан, с которыми не справится пропаганда. И в этой силе нужно быть уверенным. МВД на данный момент является одной из опор этого режима, поэтому чистки в МВД будут продолжаться. У меня на сегодня все. Ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.